Но вы же смотрите телевизор. Пока только начало у нас отношения. Или друг, и не враг, а так. Китай? Да, не враг во всяком случае. Ну, не прям вот прям друзья, ну, Против неонацистов, естественно. Имеет с нами одного врага, это Америка. В чем-то друг, а в чем-то... Как-то прям сразу так не скажешь. В чем? Во всем. Вспоминаю те года, когда при Мао Цзэдуне. Китай России – друг или враг? А можно на этот вопрос не отвечать? Не знаю. Не знаю. Пока трудно ответить, пока только начало у нас отношения, а дальше будет видно. А как думаете, чем мы можем быть полезны Китаю или Китай нам? Многим. Например, Но не буду примеры сейчас приводить. как вы считаете, Китай России – друг или враг? Сотрудник. Сотрудник? Да. В чем проявляется сотрудничество? Но вы же смотрите телевизор. Не. Ну, надо смотреть. Почему друг? Не знаю, вот у меня такое мнение, что, конечно, друг. Больше друг. Чем мы можем быть полезны Китаю или Китай может быть полезен нам? Наверное, содружеством. Друг другу в этом поможем. Вместе мы сила. Против неонацистов, естественно. Друг. В чем проявляется дружба? Нет, я больше не хочу. Ой, я вам не скажу. Интересный вопрос. Кто бы ответил на него правильно? В чем-то друг, а в чем-то и свои будет сохранять выгоды. Я так думаю. Как России во всем этом не прогадать? О, пусть думают наши политики. Это очень сложно. Все может быть. Китайцы наши братья. Наверное, нет. Почему нет? Не знаю, честно сказать. Я не очень разбираюсь в политике. Все, спасибо. Типа в конфликте России и Украины. Поэтому я считаю, что китайцы наши друзья. коротко. Коротко. Да. Не знаю. Я думаю, друг. Почему друг? Ну, я так думаю. Не знаю почему. Китай – друг. Почему друг? Это сложно объяснять. Друг. Почему друг? Потому что все друзья должны быть. А кто еще у нас друзья? Ну, вам так прям сразу и сказать. А, как-то мы же должны с кем дружить. У нас должны Вам быть друзья. страны назвать или что? Ну, например, да. Стран очень много нас, друзей. А вот та дружба с Китаем, в чем она должна проявляться? Или в чем она уже проявляется? Как-то прям сразу так не скажешь. В чем? Во всем. Дружба есть дружба. Например. Одно. Ну что значит, например? Поподробнее. Торговля хотя бы даже. Ладно, спасибо. Не знаю. Я политику не знаю, я политику не буду. Китай? Да, не враг во всяком случае. А в чем должна проявляться дружба или в чем она уже проявляется? Помощи. В чем? Помощи. Какой? Ну ладно, девушка. Друг. В чем проявляется дружба? Все, я уже сказал. Китай для России, ну, по моему мнению, это хороший друг. Китай очень быстро развивается, у него хорошая инфраструктура. Мне кажется, это хороший наш торговый партнер. Вот, и в будущем, мне кажется, мы должны с ним хорошо контактировать. А девушка что думает? А я согласна. Президент Китая приезжал в Россию, по-моему, вот, и они там с Путиным договаривались о чем-то. Ну, короче, ведутся переговоры очень плотно. Но мне кажется, что мы будем взаимодействовать и дружить дальше. Вы знаете, это двойственно. В чем друг, в чем враг? Я вспоминаю те года, когда при Мао Цзэдуне
Россия, как говорится, им помогала, как перестали помогать, пошли. Может быть, поменялись, но не знаю. Не могу сказать. Что вот россиянам делать в связи с вот таким вот сотрудничеством с Китаем? Да при чем тут это с другим? Это высшее руководство решает, что надо, значит, надо. По-другому, наверное, никак. Понимаете? Мы ничего не можем сделать. Потому что они видят лучше нас. Мы-то здесь, как говорится, крутимся в этой сфере, а они крутятся там, в большой политике. Поэтому люди знают. Друг. В чем проявляется дружба? Не знаю. А чего вы решили, что друг? Если не знаете. Ну так. С Китая как бы не закрываются, и как бы все отношения налажены. Что санкции в отношении России не вводят? Да. Как бы не относятся к Китаю санкции. Ну, то же самое сотрудничество с Китаем у нас. Вот. Как вы думаете, куда это сотрудничество приведет всех нас? Пока никто не знает. Чего? Китай для России друг или враг? Партнер. Или друг, и не враг, а так. Конечно, друг. В чем проявляется дружба уже, может быть, сейчас и в чем проявится в будущем? Ну, они лояльны по отношению к России. Ну, не вводят же против нас никаких санкций. Поэтому и приезжал он в гости как доброжелательно все. Поэтому я считаю, что друг. А в чем будет проявляться еще эта дружба? Ведь все-таки лояльность это не есть дружба. Я могу быть лояльна ко всем Понятно, остальным, что а не есть дружу дружба, исключительно. но в чем еще проявляется дружба? Ну, я так подозреваю, что хотя против нас они союзники, они враги. Поэтому я считаю, что друзья. Ну, не прям друзья, ну, союзники. Наверное, друг. Здравствуйте, Китай для России друг или враг? Сложно сказать. Я к нему всегда относилась благосклонно, особенно к его историям. Вам нравится история Китая? Вы были там? Нет, А хотели бы? в России очень много прекрасных мест, которые лучше посещать, а не там в загранке. Как вы думаете, в чем наша дружба проявляется и будет проявляться в будущем? Не в курсе. Ой, простите, пожалуйста. Друг, В чем дружба проявляется? не знаю. Пока ни друг, ни враг, наверное. Кто? Китай. Наверное, друг. Хороший вопрос очень, на самом деле. Спорный. Да вообще, чтобы узнать, надо анализ по-хорошему проводить отношений. Но мы этим не занимались, поэтому сказать точно не можем. А вот вы сказали друг. Как вы думаете, в чем эта дружба проявляется? Ну, торговые отношения есть. В целом это скорее выгодно, чем невыгодно. Поэтому, думаю, друг скорее. То есть просто из-за выгодных торговых отношений? Ну, культурно мы с ними связаны, конечно, но не так крепко. Поэтому, да, в основном из-за выгодных отношений. Друг А в чем проявляется дружба? во всем, в отношениях. Чем Китай может быть полезен нам и мы им? Ну как, если мы друзья, мы друг друга выручаем взаимно, и мало того, еще и торговля идет, так что все хорошо, все правильно. Хороший вопрос. Очень Интересный вопрос. Скорее, Я считаю, что и у нас есть свои интересы по отношению к Китаю, и у Китая есть интересы по отношению к нам. Вот. И Китай с нами граничит, это первоначально в его интересах с нами дружить. Вот. А в целом, я думаю, что при возможности обойти Россию как-то, если будет какая-то накаленная ситуация в мире, то Китай, он спокойно может отвернуться от нас. Вот такая вот моя позиция. я считаю, что Китаю просто выгодно сейчас с нами иметь отношения, потому что от нас все остальные люди отвернулись. Вот. И В чем проявляется выгода у Китая? межличностные отношения, они к нам поставляют свою технику, всякие свои штучки, финтифлюшки. Мы с удовольствием их забираем. То есть все от нас отвернулись, они в Америку поставляют, и в Россию тоже. А Макдональдс, все вот эти Зары, не Зары, все то, что они ушли, они же очень много денег теряют, но они не могут к нам вернуться, потому что, я так предполагаю, по крайней мере, потому что все остальные начнут вводить против них санкции и так далее. Китай для России друг или враг? Я думаю, что скорее друг, скорее это наш партнер торговый. Как вы думаете, в чем проявляется эта дружба и в чем она в будущем будет проявляться? Как сказать,
Дружба заключается в том, что у нас есть, в принципе, общий противник, это Соединенные Штаты Америки, который как бы угрожает одинаково как нам, так и китайцам. И поэтому китайцы готовы с нами сотрудничать в рамках своей конкуренции с Америкой. Это скорее сотрудничество, а не дружба. Это разные же вещи. Ну, конечно, разные. Но я не думаю, что у нас будет настоящая дружба с китайцами. Китайцы это очень осторожные люди, скорее это будет сотрудничество. Конечно, друг. Они же хотят наши территории присвоить Сибири, Дальний Восток, так что... Что делать нам, россиянам, которые хотят свою страну сохранить, сделать ее процветающей, богатой, счастливой, свободной? Что делать нам? Поздно уже об этом говорить. Не надо было рушить Советский Союз. Восстанавливать Союз. Чтобы как раньше было, на каждом столбе висело объявление, требуются станочники, требуются токаря. А сейчас у нас молодежи и работать-то негде. Либо ты грузчик, либо продавец. И еще доставка. Китай за свои интересы борется, а у нас свои интересы. Но я думаю, что они могли бы быть нам друзьями. А в чем эта дружба уже сейчас проявляется и в чем она в будущем может проявляться? Ну, в том, что они имеют с нами одного врага, это Америка, это уже дружба. Ну, а во-вторых, я думаю, что они нас поддерживают. Они уже очень много материально потеряли в связи с тем, что они начали нас поддерживать. Это большая тоже поддержка. Друг. В чем проявляется дружба или в чем она, может быть, еще в будущем будет проявляться? Сложно сказать. Нужно смотреть, как это вообще обернется. На данном этапе каждый, понятное дело, хочет получить свою выгоду, в том числе и Китай. Поэтому, если сравнивать Китай и Америку, понятное дело, что Китай в данном случае друг. Вот и все. Мне добавить нечего, только если они сказать еще про машины. Китайские машины сейчас очень актуальны становятся, поэтому вот они и заполняют рынок.